Ну что ж, господа, всем здравствуйте! С вами Скэтмен. Сегодня у нас с вами Алан Уэйк. Доброго времени суток, господа. Поехали в Алан Уэйк. Скэт, что случилось? Что произошло? Да я спал. Дайте подумайте, посчитайте. Сколько мы сейчас закончили? Часов 11, ну 12, допустим, да? 12 плюс 4... 16 часов. 16 часов я спал. Это подкосило меня. Ну, с маленькими перерывчиками, но в общем-то 16 часов. Алан, Алан, проснись, Алан. И вот он я, Алинсар, привет. Поэтому вместо Элдена Ринга Алан Уэйк. Все, в общем-то, просто. Если экран темнеет, значит, вы не приняли лекарство. Опа. Мне кажется, кто-то висит на этих штуках. А, не, просто в форме девочки выглядит. Так, сейчас, секундочку. Надо все-таки покусать. А руки не быть. Петочки, что мы хотим? Что такое? Я дал себе все шансы. Если ты там есть, уже нет меня зависит Кискинс. Кискинс коварный. Слишком коварный. Здравствуйте, а что с волосами случилось по Функтигосу? Их уничтожили. Пришли волосяные рейдеры и забрали свою часть награды. Так, поехали. Patience must be tolerated. Да это он сам. Куда он делся? Скандинавская ходьба получила достижение.
Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights of the gas station alive. Что дело не всем, говорит Фуктигус. Ну, он тут типа свои старые фразы произносит. Видимо, которые говорил в обычной жизни, но странным голосом. Типа он тут поехал. Так что все условно в тему. Так, I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. да. 68-й ежегодный оленефест. Фест, посвященный сбиванию оленей. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Да. I must agree. Одержимый Стаки. And tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Это все произошло типа там, в кафешке. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Охренеть, ну все, ГГ, женушки-то. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Сундук 1 в 1 из Dying Light'а. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my Парфюм mind? жены он слышал, типа, надо писать книгу, иначе она умрет. Только если она вот так замотивирует все-таки начать писать, да? Cauldron Lake, вот мы вон там были. Bright Falls. А где этот самый заправка? Непонятно. Welcome. 68-й ежегодный день оленя с 15 по 17 сентября. Игры, развлечения, лотереи, соревнования, рыбаков, конкурс пирогов, неожиданные состязания, живая музыка. Для детей кривозубый Чарли днем и невиданная мистическая фантасмагория в Монтгомери вечером. Не пропустите легендарный парад на день оленя. Мы продаем пропан. Cabin rental.
Great Falls Sheriff Station. Она слишком бледнокожая, она сейчас может превратиться в зомби. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Может, сначала на участок? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. А еще спросил бы, откуда у него револьвер. В конце игры это все было розыгрышем. Но по запасной книгой. Да, спуки. Alan Wake. Да, серьезно? I came to Bright Falls with my wife, Alice. Ладно. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Все смотрелись на романы. Нью-Йорк 3 года назад. Ого. Он в одном и том же пальтишке ходит все время. Ну, у него есть квартира в Нью-Йорке, он богатый парень. I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Ни хрена там погода. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. О, термос кофе. Он похож на актера. Блин, я забываю его имя. Она так его фанатеет. Золотые пистолеты тут? Чего? Fall of Casey, the thing that I want. Alex Casey, what I can't forget, return to sender. Так, эпизод 2 одержимые. Внезапная It's остановка. true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss.
killed me. Джон Уэйн. Кто такой Джон Уэйн? Напомните, близкие. Озвучка актера точно же, что озвучивал этого самого директора предыдущего в Конторе. На француза безрукого того. Безрукого француза? Без понятия, о чем ты? This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Спуки. Две страницы, 3 страницы мы не нашли, потому что они отсутствуют. Типа их озеро поглотило. Судя по рисунку. Очередной QR-код. Не буду пытаться его словить. Painkillers, походу. Хорошо живет. Это хата для Нью-Йорка. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the 3rd day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Собственно, делают постер, который мы увидим потом. Телек повезли. В общем, они более любят болтать, чем смотреть телек, потому что если телек поставить вот на эту тумбу, то сбоку на него стоит как не очень удобно, честно говоря. Только разве что лежа на диване. Вот, обычно стоят напротив дивана. А тут у них диван и кресло друг напротив друга, типа поболтать с друзьями. Фонарик и... А, это, видимо, электропроводка. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. Да, напоминает The Макс Пейна. last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan! Please check the fuse box! I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? Давай ей I'm sorry. дадим It фонарик. just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Внезапно. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker.
The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare them. Опять же, Ctrl. Sure. Light switch. There it is. Чик. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. В контроле они переключателями там портались вообще в пространстве туда-сюда. Только там они, типа, такие вот, это из потолка свисали. За которые надо было потянуть. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Про жену не рассказал, да? Well then, Ни Mr. шерифу, Wake, we're никому. done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Сообщили, Doc окей. Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Кажется, он был занят рыбалкой. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Шериф. Какой у него грузовичок. А, он там еще полицей. А, понятно, мы в участке. Это не ее грузовичок, это участковый грузовичок. Надо именно туда. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Бабулька, Mr. Wake, подвязывай. the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Хорошо. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. На свете. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in Бабулька her шарит. day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Где у тебя ствол? The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Что шериф gonna wait for me because I need her coffee. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. Они ее потеряли. Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Происходит действие в штате Мэн. Не знаю. Ты это к чему? Опа. Элис видит тень. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin.
like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. У Кинга практически все происходит в штате Мэн. В этом смысле. Ну, тут явно вдохновлялись Сайлент Хиллом, Кингом, чем еще? Таким вот тем. Sheriff Breaker is waiting for you down the corridor in her Alice was office. missing. I needed help to find her. Ладно, I wasn't ладно. ready to leave. Киса потерялся. Разыскивается Ричард Баух, Брюс Данский, Джейкоб Миллер. Не вернулись во время туристического похода, не уходят на связь. Если увидели их или вам известно их местонахождение, позвоните по номеру. Спасибо. А мы их, наверное, уже пристрелили, да? Скорее всего. Тут тоже переключатели. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. О, спасибо. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Опа. Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Это Хахман, интересно, или кто? I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment, after I get some fresh air. Okay. You can find me here. We'll talk when you feel up to it. Вообще, если Свет тут не общаться с полицией, первое, что нужно взять, пообщаться с полицией. Кроме вариантов, если у них есть I need to get some air. инсайдеры. Sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Ну вот. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Да не вопрос, чувак. Thank you, man, thank you. Hey, you're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Что ж. Such a wonderful story. I told him
Темная сущность закусочная. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. У туалета. Чиху, чиху. Так, ищите снится кошмарного несложности. А, ну все понятно, да, типа НГ плюс, чувак, давай. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day is almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Ладно. Wake на Lover's Peak. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Let's cut the act. Да, прекратим эту театральную постановку. Можно еще так перевести. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Wright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Выйти из управления шиф. Погоди, так надо сначала с самим шиф болтать, нет? A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Ну, это вообще, типа, один в один Кинг. Ужас на границах восприятия. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and
regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone Tor when they и were still Один. living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Тор и Один. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. Здорово! Stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. Окей, он выглядит смешнее, чем я If you думал. have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the Классный у hell него was that пуховик. about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had Круто. a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. Hi, I was just Rose. thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Такая, я ж Бен. Who's Max? What an airhead. Какой грубиян. Жлюк Мактук Кенпук. New hairstyle book. He's got now many looks. Galange Balentu look. Jason Dinault. Hi. Don't wanna say goodbye. Maybe we'll sit together to watch around all this weather. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice Да. girl and, Алан, ты чё more такой importantly, a fan. жгулек? She even has a fan site dedicated to you. Так. Она глава фан-клуба. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. Bucktooth Charlie, Colombian Mammoth. Круто. Скелет колумбийского мамонта Мамонтус колумбии. Это особь, возраст которой по оценкам составляет около 14 тысяч лет, была найдена в асфальтовых озерах. Асфальтовые озера. Лабрея в 1981 году. В 1998 он был подан в национальный парку Элдервуд, когда колумбийский мамонт стал государственным ископаемым штата Вашингтон. Его нарекли к его зубам Чарли, и с тех пор он является официальным талисманом парка. Ну, судя по всему, тут штат Вашингтон. Прикольный у вас отель. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Бай, пошел в жопу.
О, ну, кажется, помогает какому-то животному. Знаешь, где находится штат Вашингтон, в какой части страны? На восточном побережье? В пункте голоса. Как мне кажется. Юго-западнее Мэна. Северо-восточнее Флориды. Вроде как-то так. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? Can we talk about this later? Sure, why not? Штат самый северо-западный, ну кроме Аляски. Видимо, я путаю Вашингтон со штатом Вашингтон, я понял. Штат Вашингтон. Да, действительно. Иронично. При том, что сам Вашингтон как раз-таки расположен нифига не там, а вот на востоке. Вот так вот. Не знал. Прикольно. Фунтигосу. Спасибо. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. Я, кстати, думал, что сейчас он, когда ключи возьмет, собака на него рычать начнет или типа того. Ну We нет. got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any Да, trouble. собака типа в капкан попала. Вообще, да, такой типа, вот, у нас тут туристы пропадают. Ну, дуй к пику вон туда. Один, да, типа. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Come on! I mean, okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Ну и сейчас Бай тоже пропадет. Но с другой стороны, лучше с Бай, чем без Бай. That's just crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it.
You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Achoo! Бедняга. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Начинает цену загробастывать. Снегоступы. Элдервуд National Park. Блин, вообще уютное местечко, конечно. Я в таком тусил. Ну, денька два. Потом бы я начал скучать по компьютерным играм. Все хорошо, разве что теневые демоны за решки кусают. Да, это маленькое неудобство. О, барбекю можно бахать. Но топ место. А музыка уже намекает на демоничность. Итак, нам... А куда нам, кстати? Я что-то не вижу нигде радиомачты. Я думал, что сюда. Молодцом. Уа, джакузи. На открытом воздухе. Круто, круто. И да, он револьвер уже достал такой. Ха-ха, я готов стрелять. Плохих парней. Заросший колодец. Классика. Верните Дрободан. Дрободан-то ладно, вот финальная ракетница. Правда, у меня ее потом их не было. Но все равно, вот это была тема. Без шуток, я не вижу радиомачты. А? А. Барри думает о своем любиме Уэйк. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Ну да, его Барри понять можно абсолютно. Типа, Алан, ты с ума сошел? Какая нафиг пушка? Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. И тут ты начинаешь молить. Этот мимас. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Или наоборот, это тактика запугивания. Красиво, кстати, должен признать. Типа вот вообще нарисовано очень круто. Вот туман все обволакивает. Растительность довольно хорошая.
Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Oh. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Видали? Oh, no plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm gonna check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously. Это Лиза Фишка, спасибо. Good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Considering your track record, participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Генши мета комьюнити, Генши это ДПС мета. Ага, оно было бы еще хуже, Эльса. Там был бы просто ад. Все постоянно друг с другом срались бы на тему того, почему такой или не такой. Well, I've been spooked. То есть ничто не изменилось бы. Ну да. Или изменилось бы еще в худшую сторону. Господи. В темнейшем подземелье. The fuck? Первая, вторая часть. А, наверное, тут вторая-то еще не вышла. Job Hazard. Опасность обрыва. Он не перелезет, да, забор? А тут перелезет. Опа. Ё-моё. Ну все прям. Кингщина пошла. Night Springs. Первый уже кучу стоит, подошел, типа персонаж дрессировщик ненавидит зверей Сафи. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode: The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess with him. But why? Who was that guy? Классика. Неверующие сладких мазохистских, да, кровожадный. Like you do him
like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Опа. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? О, секундочку. Какой кошмар. Так. Я боюсь там на миссии с боссами лезть. На обычных-то все дохнут, как мухи, и психоз ловят. Ну, а подготовиться, значит. Think he's ever gonna be okay? I left my word. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. You will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Хрена, спуки. Крутимся как можем. Ну, поначалу тяжело, так из данжен, да. Надо разжиреть, жирку набрать, амулетов всяких. Так. Ага. Демонические отродья. Простите, как в трейлер-то зайти? Две прислоена к забору. Если не буду, да? О, это я не знаю. А? Расти умирает. The visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Сейчас мы Расти увидим еще, да? Ну вот. Собак надо вот выпустить из клетки. Оказывается, и правда есть. Do not feed wildlife. 100 баксов штраф. Не кормите диких животных. Роуз и Расти. Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Hollywood magic. Визитор центр.
Охренеть, что там происходит? Охренеть, крови-то. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Может, тебе там аптечку, не знаю, бинты какие-нибудь дать? This couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Чего он нас учит такой трасти? The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Самое страшное — помереть в одиночестве. Вомк не подошел к тебе, я вообще не шеф в таких тонкостях. Wake безопасное убежище. Last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Типа что намек на то, что свет отгоняет снаряды. Топор. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! Жидкая тьма. I just need hunting licenses. Самый мощный фонарик в играх. Мамонт выстоял. Караси исчез. Please don't feed the animals. Fishing! For those prisoners who purchase a park fishing license, obey! The Margarita's instructions. At all times! Rusty, no!
Never. You approach closer than 100 yards. 2 bears and wolves. Never approach any other wildlife closer than 25 yards. pets must be leashed. Yeah, at all times. Never leave your pet And unattended. It is Against the law. to remove any Natural objects. or historical artifacts from the park. Grounds. Or even simple berries. Под тонким слоем кожи. Да ёп-макаев. Крипово. Spooky enough. Unlimited патроны, ей! Ну что ж, well, we tried. Я так понимаю, собака убежала, потому что клетка перевернута. Ну, будем надеяться. А не должна? Нет, видимо, не должна. Окей. К слову, и Валерий ему на всякий случай-то оставил. Вдруг пригодится ему, а? Нет, не пригодится. И да, 2 Валера взять нельзя, потому что иначе нам нечем будет нести фонарик. Makes sense. Почему-то мне что-то пришло в голову, что что-то не так с этой коробкой. Пик влюбленных. Lovers Peak. Так, тут-то мы все, да? Да. Возьми фонарь в зубы и шмаляй с 2 рук. И тут я начинаю шмалять. Сейчас пойду. Нос.
Ой, микрофончик купичу, простите. Мессир, здравствуйте. Почитал Grizzly Bear и все. Все, что я почитал. Хорошо, а если вот так? Игра. Ах да, ми-бип. Би-бип. Ого. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Пивас, шестерёха. Последние мысли Расти. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Aww. Я слежу с тобой, воробушек. Пусть вернулся. Эх, куда ждет тут подросток со скейтом? Илья, здравствуй. Какой скинос, который вы предпочитаете? Классический, я упырь, fellow kids. Чё за что происходит? Мы приехали жениться так, как у ГГ по специалистам. Да, он писать ничего не мог, он типа хотели они отдохнуть. Вот. Нам должен был чувак передать ключи. Вот. Ну тут, в общем, началась какая-то муть, типа в темноте какая-то дичь происходит. Домик, в котором мы жили, на озере, его на самом деле не существовало. Вот. И жена его попала, он ее ищет. И вот тут всякая тьма контролирует всякие штуки. Непонятно. Ну, в общем-то, я думаю, непонятно будет до конца игры. И после конца игры. Stay on designated hiking trail. Okay. For your own safety. А вместо? Что вместо? Вместо концовки? Moonshine Cave. Пещера лунного сияния. В конце игры не 5 будет, не будет. После такого выпуска Алану явно будет что написать. Психушки. Если он вообще выживет, конечно, еще. Тут-то супер темно, тут всякая дичь должна быть. Ох, нифига их там. Пещера самогонщиков и мирского закона, бутлегеры... Мунчайн, самогонщиков. Окей. Нередко обделывали свои делишки в этой пещере. По большей части использовали как временное хранилище для контрабандного алкоголя из Канады, иногда непосредственно для изготовления алкоголя. О, добовик. Shotgun. Что нашел, то мое полученное достижение. Прям так вот. Найти 5 спрятанных ящиков. Хорошо. Кто-то там ходит, будет. Записки тут нет, я так понимаю.
Ну вот. Угу. О! Чуваки с топорами. Шляпа. Ой. А вот теперь видно антенну, окей. Так, я туда попаду? Оттуда, надеюсь. Ну да, тут я пути даже не вижу. Что сюда спрыгивать? А поднимусь ли я потом, не уверен. Первый раз похож, да. Игра развивает в человеке орнитофобию, сектофобией, вроде боязнь птиц и темноты. Орнитофобия, да? Ну, не то, что развивает, она, как сказать, использует ее. И на ней здесь все особенно. Основано. А вот боязнь птиц, ну, ладно уж. Просто another kind of enemy. Барри знакомится с Роуз. The waitress at the diner had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Что ж... Барри. Барри это наш сценарист. А Роуз это местная официантка, фанатка Алана. Не сценарист, а этот, господи, какой сценарист? Редактор. Так, сейчас мужички появятся. Странно, не появляется. О, that's more than I like. Или, вы поняли, короче. That's more like it. Кафе, сувенир, шоп. Great. What? Фига, какой-то здоровяк, типа. Шесть патронов понадобилось. Старый великан, это
Это исключительно высокой двугласовой пихте было более 200 лет. Псевдоцуго мензиеси подвид Глаука. Когда в 1937 году свалила молния. Если верить местным легендам, она доставала верхушку до самых звезд. Когда упавшую пихту измерили, вышло 66 метров. Без малого мировой рекорд. Без малого. То есть там 68 каких-нибудь. О! Так, нам туда. А что там? Ничего вообще? Похоже, что да. Бай-бай! О! Да я же задоджу. А! Вот чё от фонарь вырубился? А постепенно, кстати, я генюсь все равно. Ей. Эти дизельные генераторы для ламп расточительны. Уэйк видит символ факела. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Что ж, у этих ребят на все ответ один. Топор. Какая-то местная кабельная компания, прям. Bear alert. Осторожно, медведи. Ну, учитывая, что здесь есть теневые вороны, вполне возможно, есть теневые медведи. But not this time. Бай-бай! Тут они исчезают. А! Ну я ж задолжу. О! О! Оп.
Подозрительный уголок. Но зря я его подозревал. Nothing special. Ну и да, мы приближаемся к пику. Through tree, через дерево. А тут я был? Значит, не помню. Бучер, привет, здравствуй. То самое поваленное дерево, кстати, возможно. Судя по размеру. Что ж. Придется обходить. А, ну или перепрыгивать. Ну тогда не спешим. Не буду даже страница. Dates from 1946, the year of the Oregon Treaty. Treaty? Дерево, с которого был сделан рейс, начало расти в 1746 году. В год подписания Орегонского соглашения. Прочие знаменательные события отмечены на кольцах. 53-е образование территории Вашингтона, 78-е основание горнодобывающей компании Брайт Фоллс самого города, 89-й Вашингтон получает статус штата, 29-й дерево пострадало от лесного пожара, 70-й горнодобывающая компания Брайт Фоллс закрывается после извержения вулкана под озером Колдером, 80-й извержение вулкана Святой Елены, 87-й дерево повалено во время бури. Что-то пожар-то особо-то и не видно. Прикольно. Наглядная такая штука. А где моя кофе? Нету кофе. Прибытие Найтингейла. О! These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Найтингейл это еще можно перевести как... Блин, я забыл. Короче, какая-то птица, которая типа а-ля сторож, страж. Как-то переводится. В общем, часто используют имя Найтингейл у каких-нибудь там стражников или какой-нибудь секретной там, не знаю, разведывательной службы. Ну, вы поняли. Вот это, скорее всего, уже агент из Федерального бюро контроля. О, монорельсы. А чё, где надпись You are here? А нет такой надписи. Да, гадай, мы остановимся на полпути денег, у нас вороны полетят. Я бы сделал так. Но это было бы банально. Ой-ой. Агент Найтингейл. Найтингейл.
More of them coming. А может нет. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Кажется, этот парень что-то знает. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized А, him. да, ты чувак. On the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Геймплей. Просто ушел. That's what I got for you. Чё, тебе как-то много раз в него надо попасть, чтобы он умер. Ну и да, фальшфейер как-то жалко тратить. Всего 5 штук у нас осталось. Come on, Wake, come on. Я ж бег, а ты Wake. Не, погоди. Он Вейк и с ним какой-то жбейк. Давай, постели его! Че ты укусить хочешь? В упор к нему зачем идти? Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Ладно. А может, они вкусные? I'm not sure. A little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer and almost got it. Okay, it's open. Что это за анимация? Типа они там умерли или что? Оп, 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 оп. Стрелять даже убивает. Да. Хорош быть жопой. Что за персонаж такой? Я жопа. This is it, Wake. A last stand. There's more flares here. Get ready.
We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. That's right. О, Томас вижу. Ой. Ага. Мы как без пушки, да, мы ее уронили, когда спрыгнули с лифта. Да чё? Назад, назад вам говорят. Как же попадать в них, чувак? Piece of cake, cake. Piece of wake cake. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her now. А сам-то чё улетел? Ты ударил его, а сам почему за ним полетел? Ты тебя уже не схватился. У него пистолет, я тебе напоминаю, кстати. О, уже нет. О, ну нахер такой. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Нафига ему рукопись? Хрен знает, ну, типа, в рукописи условно описывают события будущего. Видимо, ради этого. Не знаю, он странный чувак. Он чуть ли не единственный, кто сразу нам верит. И, ну, типа, знаешь, как с этими чуваками бороться. В общем, он что-то знает. He knows something. Тут отбегала пельмешки варю. Отбегала. Приятного пельмени варенья. А потом пельмени поедания. А я сегодня блинчики сделал с мясом. Элис боится темноты. Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant. No. Now,
Да, теперь тьма тебя убивает. Yeah, and just put a bacon on it. Cause like, yeah, this is amazing. Bacon on it. Спасибо, а вечером блинчики с творогом и чаечком. Чайчком. Чайком. Если так темноту воспринимаешь. Да, если ты боишься темноты, пипец. Потому что тьма — это неизвестность. А неизвестность — это то, насколько у тебя богато развита фантазия. А в детстве фантазия развита. Будь здоров. Я не подумал, что это капкан может быть. Подумал, надо собрать. Он еще светился так? Окей, буду знать. The curved twork one with tea is so red. What is red? Зачем все эти пути, если тут ничего нет? Crazy good. По-русски, видимо, охеренно. Окей. О, интересно, а можно ли заманить этих чуваков в капканы? Надо будет попробовать. Так, это водяная мельница, которая, увы, не работает. А жаль. А? Ты что такое? О, вороны. Шпекмен. Окей. Жбекмен. Черт, рановато. Хорошо, хорошо.
Я понимаю, что я в другую сторону, но я надеюсь что-нибудь найти все равно. Рукопись там или еще что. Ну, походу, нет. Мне кажется, видно какую-то тень. А! Капкан повязан, фига. Уэйк слышит бензопилу. Situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Chainsaw. Охотничье ружье. Не, это не дробовик. Chainsaw. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just flown here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Как The Suffering, когда находишь там истребитель Второй мировой. Что если подойду к ним? Меня задамажат или что? Ну да. Будем выжигать. Очистись огнем. Да, не густо. О! Ничего страшного. Так, тут тупик, ясно. Окей, погнали.
тащи! Ладно, ладно, хотел читерить, просто их заранее всех убить. Да, блин, окей, хорошо, даже если бы, типа, ну, я не пытался генератор запустить, то, чуваки, меня просто станете. А еще можешь бросить фаер на землю? Было бы сильно удобнее. Вот-вот, Лиза, я про что и говорю. Было бы гораздо удобнее, но нет. Не умеет он бросать палочки. Или они тут же тухнут, он боится, что они потухнут. Такой, не, я не буду бросать. По-моему, видел здесь чувака, не? Алёша, тебе все еще нужна игра. Какой забавный. Ну, вроде пока никто не дарил. Так что да, нужна. Какую? Ну, наверное, Deluxe Edition. Да, давай ее. Там разница 70 рублей. Хотя в чем, погоди, а в чем их разница вообще? Так, ошибка, пожалуйте. Deluxe Edition. Оригинальная игра, оригинальный саундтрек, позитивный матч на связь с оригинальным саундтреком от Аркадиуша Рейковского. The Art of Observer. Издание официальный артбук матчного мира. Ну тогда не, просто обычный, забавный. То есть там просто саундтрек они вставляют в игру, я так понимаю, и все. Ну, файлы на комп могу скачать. Это они называют Deluxe Edition? Лол. Пэтлинг Линк. Хамелеон. Здравствуйте, господа. Выспался? Да, я спал 16 часов. Примерно. Че забавно, как покупаешь через тенге? И да, я так понимаю, какие-то припасы попустил, скорее всего. 600 рублей. Уа! Да, подороже уже будет. А чё, как ты это как покупаешь-то? Забавный.
То есть скидка там не действует, я так понимаю. А, ну, кстати, про что как раз говорили. Что скидка, да, не работает. Это что действует? А, это со скидкой 600? Просто там тебе 515, а со скидкой 309. А получается со скидкой 600? Охренеть. Это у меня на Аке. Все, понял. У тебя деньги на Симаке. Все, я думал, ты 600 скидываешь, думаю, хрена дорого. В 2 раза дороже. Все, лады, тогда понял. А как закидываешь? Ой. Никак, были просто, понял. Ну, буду благодарен. Чекай. Так. Все, пошло, ага. Напиши мне в личку в Дискорде, допустим, куда тебе отправить, на какую карту и так далее. Так, жбабулек, забирай, жбабалех. Знаешь, с лучшими пожеланиями. Жби буличок. Жби буличок. Да забей. В смысле, да забей? Просто даешь, что ли? Ну давай хотя бы стрим по Таркову тебе подаю забавно. Куда хочешь поставишь. Все равно деньги на стиме кучу лет живут. Окей. О, ну давай. Во, видишь как. Я нашел товар, который тебе интересен. Так. Observer. Донат его заказала просто. И вообще как бы скинул мне денег еще на саму игру. Но я не знаю, как нормально сделать. Поэтому вот я обратился к вам. А то я еще и подаю, получается. Ну, все. Хорошо. System Redux. Совместный стрим по Таркову, как скажешь. Не бери Тарков, лучше Арнольда. Арнольд, мы и так стримим. Так, совместный стрим по Таркову, не вопрос. Забанен. Пунька-пуньк. Все, добавил. Спасибо большое за байный. Так. Ага. Надо, наверное, как-то ускорить этот процесс. Как будто бы это можно пробить, да? А. Понял. Я тут должен перепрыгнуть. Ясненько. Помощники на лесосеке. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Как-то вне контекста. Ясно, надо прыгнуть. Я думал, надо ее, ну, типа,
Снова лист запустить. Барри в Элдервуде. Barry saw the darkness attack the visitor center. It made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed. Like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Attacking a cabin. По-моему, не вертолет, а хижину. Какой вертолет нафиг? Чего? Переводочек. Ой, там термос кофе. Я упустил термос кофе. Нет. Блин. Ну ладно. Я думаю, что это будет коллекционка ради там какой-нибудь там, не знаю, ачивки просто и все. А что мне показывать отсюда этот термос кофе, когда я там уже залезть не могу? Ты что, нужен кофе? Пост коллекшн? Да. 100 этих самых во всей игре. Там еще и записку я выпустил. Что-то дофига все выпустил, на самом деле. Кофе и записку. Блин. Вернуться бы туда, но вот контрольная точка уже явно после идет. Начинать уровень заново, разве что. The darkness wears her face. Тьма носит ее лицо. Ага. Ее это дама в вуали. Хоть что уже ее хорошо. That's good. Так. Как будто бы это неспроста, да? Ага. Уэйк чует темную сущность. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Летучие мыши. Очередная лесопилка, лесоповал. Пещера-то какая, а? Bring it on, baby!
А, это факел, который я выбросил, видимо, да? Ага, понял. Подобать его уже нельзя. Логично. Он уже использован. Да, потом кто у нас будет здоров. Campgrounds. Воу! Деревья падают. Серьезно. Ну, я ожидал, честно говоря, большего. Hazardous occupation. Падай, падай, Бэйон, падай. Нет? Ну ладно, нет, так нет. No means no. Barry? Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Кажется, Барри труп. I still had to reach Barry at the cab, but at least I was out of the woods. Что это был за крик? Найтингейл стреляет в Уэйка. ФБР, он думает. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Все равно у меня ничего не получалось. Ну, типа, да. Типа, он почувствовал, что тот чувак все равно пристрелит Уэйка. Кто там ходит, бродит? Блин, секундочку. I had to find the key to the garage.
Так, продолжаем. Да, тут кто-то есть. Погоди, тут достигнут контрольная точка. Телек. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Кстати, вы, наверное... Да, наверное, вы не видите количество флайеров в верхнем правом углу. Ну-ка. А теперь вот, теперь нормас. Привет. Сидел тут в туалете, понимаешь. Решил на машине, значит, добраться. Прикольный ход, когда в игре видео показывает именно полноценный фильм живых актеров. Ну, не живой он, такой же нарисованный. Ну, типа... Вот тут сюжет так построен интересно. Да. Мы как бы видим фрагменты будущего. Это любопытно. Вопрос есть. Вот это ты сказал, что из них сахар растет. Не увидел, в чем прикол. Не из них самих растет сахар. Смотри, садишь их. По-моему, сахар растет, если их 6 вокруг. Рядом с точкой. То есть, суть в чем? 6 из них должны быть, окружать один слот. По-моему, 6. Можешь загуглить в этом, на Википедии есть формула расчета возможности мутации. Так вот, и, соответственно, оставляешь пустой слот, они когда созревают, ты их не сразу собирай, они с каждым тиком следующим могут мутировать как раз вот в этот самый, который тебе в итоге даст сахар. Вот. Но тот, который дает сахар, его нельзя самому посадить. Вот в чем прикол. Его можно только мутацией через этих штук выращивать. Там, конечно, сам понимаешь, прирост не особый, вот, но эти штуки сами по себе очень, очень прибыльные по печенькам. Плюс еще и сахар дают. Вообще отличная штука. Понутно. Он мне вообще показалось, что живой. Я не знаю, как в Control было. Ну, типа да, вот, как в Control, да. В общем, тут игры стилистически очень похожи. Мне прям доставляет. Опустил кофе. Ну что, поехали? Нам прям ездить дадут? Нифига. А, даже усилить яркость фар можно. Хрена. Капец, неожиданный геймплейный поворот. Дают погонять на машине. Из машины можно вылазить. Deer Festival. Ну, то есть, казалось бы, в этой игре, вот я, глядя на вот этот геймплей, я бы никогда себе не мог представить, что есть надо гонять на машине. Типа, зачем? Вообще с GTA, да.
Чашечка отменного кофе. 25 термосов нашли. Четверть всех термосов в игре. Бам! А они нам как-то угрожают? Что они еще будут делать? После бить по машине мы будем получать урон? Как это будет работать? Ну-ка давай. Так. Вообще насрать, чувак. Капец, мы далеко отъехали. Раз сейчас по дороге поедем. О-о-о! Бам-бам! Ну, это приятно, конечно. Мне показалось, или я дверь у машины пробил? Да. А там, может быть, что-то спрятано еще в теории, нет? Или это уже перебор? Таким образом допытываться. Было комично. Ага. Фига народу-то здесь, а сколько? Очень достижение преимущества на дороге. Ну, типа, да, я чувствую, что это ачивка должна быть. Задавить 15 содержимых. Кажется, наша машинка дымится. Да, кстати, есть немножко. Да, чувак, пощады! Give me a break! Файры? Серьезно? Класс. Ну, скорее всего, да, Лиза. А вдруг Свет починил бы машину? По аналогии с ГГ. Контрольная точка.
Но починить машину мы не можем. Ну, не понятно, кстати, она вообще урон-то ловить будет, нет? Имеется в виду... Сломается у нас просто однажды, и все. Опа. Мигает нам. Упс. Я понимаю, все? Видимо, да. Вот так вот. И тут фары сдохли еще. Зашибись. Туннель. Ну, в туннель надо заглянуть, конечно. Машинка, ну... Блин, да, машина была топ, конечно. Ага. Отчаяние Уэйка. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed, but there was no cabin and no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I had to get her back. I couldn't face life without her. Так, судя по карте, нам туда? Куда-то. Что у нас тут? Введено 2 обходных пути в одно и то же место. Сейчас понял, внизу. Привет, Маскер. Как понял, эта игра слишком много стрельбы мобов меня напрягала, так неплохая. Слишком много? Ну, не знаю, хоть как-то... Иначе был просто кицо. Хоть как-то рассеивает геймплей. Ну, ты понял. Создает его вообще. По-моему, вполне нормально. Рассеивает, сказал, разнообразит. Я много вошел, так и не допрошел. Не имел КГ возможность защищаться и был просто хоррор на выживание беготне. Ну типа, да. Нет, так нормально. Мне тоже больше нравится. Что происходит?
Надо звуки из контрола, опять же. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ну, пожалуй. Хор без можете отбиваться. Да, да, не люблю такие. Припас так тут пополним, потому что когда мы здесь были, тут не было этой машины, этих ящиков. Помню, это код для ворон. Дело в губками, чтобы на них нецелесообразно тратиться, это я еще понимаю. Это имеешь в виду бессмертными о лицах. То есть можно, ну, типа как в Silent Hill, да, отбиться от него, но никогда не убить. Или что ты имеешь под губками? Типа, что их бесконечно? Ну, посмотрим, ты делаешь все, чтобы избежать боя, вот это прикольно. Ну, типа, объяснительное зла того же самого, в теории. Как большая часть инцидентов, у тебя 2 обоймы на одного зомби, ты тратишь около одной, зомби всегда больше бегает. Понял. Ну да. Это норм тема в целом. Хотя я лично люблю, конечно, все зачищать, чтобы потом бегать спокойно, чтобы ничего не мешало. Но в этом есть уже определенная прелесть. Ну, он в Silent Hill, там, типа, мне тоже нравилось в 4-м конкретно, что там мобесы, по сути, бессмертные. Ты его побеждаешь один раз, он через некоторое время встает, снова с тобой сражается. То есть на него можно потратить патронов бесконечно. С другой стороны, у тебя там есть миллиард оружия, которым можно сражаться. Ну, в Обители Зла тоже, конечно, миллиард оружия, но это такое. Скорее, радикальная мера. Ты дико напрягаешь них там. Вот да. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me? Yes, I get you. Обмани его, просто скажи, что ты все написал, а сам мне ничего не пиши. Ты же не хочешь ничего писать. Пин, привет. Да, стой. Я дали бессмертные мобесы из Silent Hill 4. Нет, они мне не нравятся. Мне нравится эта концепция в целом, что типа... это ужас. Мобес, когда ты можешь всех убить и больше никого не осталось, это не страшно. А вот мобес, которого ты убиваешь, а он был снова встает, и такой, чё, так как, а чё вообще? Я могу его победить? И Катя говорит, нет, никак. В лучшем случае ты мог его победить, засунуть в него меч, и он будет лежать с этим мечом, там, пока ты не вытащишь меч, соответственно. То есть ты его фиксировал. Это мне нравилось. Ну, в смысле, мне не нравилось это, но это было именно страшно, пугающе, понимаешь? Нужно было менеджить мечи. Да, вот, это прикольно. Ты прям продумывал, чё, эта локация страшная, она жесткая. Там 2 чувака, они супер напрягают, огромная локация, надо бы ее всю прочекать по-хорошему. Но с ними я нифига их не прочекаю, поэтому ты убиваешь, ну, ходит ССОшный меч, убиваешь второй ССОшный меч, такой, все, надо не забыть их забрать потом. Оп, внезапно третий появляется, ты, чё, подери, ну, короче... Это было реально страшно. И при этом у тебя есть способы от них отбиваться. Это самое крутое. То есть ужас, но при этом ты не полностью беззащитен. Может, вам еще с Айлин нравилось бегать?
Айлин. Напомни, кто такая Айлин. Barry had talked about birds over the phone. Тупо мигами бег за тобой говорит. Нет, это мне не особо нравилось. Но это тоже пугающе, типа, ты о ней беспокоишься. Но я в СХ-2, так что не сильно бесило. Ну, я в СХ-2, к слову, уже играл после 4-й. Так, они прямо надо мной. О, молодец, дымоход закрыл. О! Одолеть птиц. Подери! Ура, орнитофобия, вперед! Barry, you can open the door now. They're gone. Да, они все отошли, действительно. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Ну, слава богу, хоть он нормальный остался. И что он с нами согласен. To the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, Такой голос. sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Suspicious. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Па-па-па.
Конец второй главы. Эпизода. Эти переходы. Называется «Пора попасться уже No One Lives Forever». Вот была же мода на такую эпизодичность. Прям была мода? Ну, назови еще пару игр лица. Нет, тут-то понятно почему. Тут про писателя, правда, тему с... Он пишет истории, и типа нам подают эту историю эпизодами, как главы, типа... Вообще даже были главы, конечно. Акт. Ну ладно. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Да, Life is Strange, да. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Выкуп. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? Сейчас заканчиваем, She's господа. resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm Randolph. the manager. Как We're Гэндальф. looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. Кажется, у As него I was что-то не так с saying, ногой. Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Охренеть. Круто. А он ничего, живчик. Учитывая, что недавно еще у него мир переносит птицы, доме перенули Вьетнам. Ну да, такой типа. Ладно, все. Безумие творится. But I want some money. Стоп-старт, господа. Меня описание стрима. Черепашки ниндзя 2003 года. Поехали. Также сегодня Proteus и Slime Rancher. Стоп-старт. Пара-па-па-пи-пу-пам. Пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам. Па-пу-пи-пам.